Всем привет, это SPL Lab, меня зовут Кирилл, и сегодня мы с вами поговорим про специальные измерительные режимы в программе Measuring Center. Открываем программу, вот они, вот здесь вот у нас в отдельной вкладке. Ими не часто пользуются, они достаточно специфические, поэтому мы по ним достаточно быстро пробежимся. Вот нашу оборудование у нас установлено Next USB оборудование, и к нему подключено 4 датчика SPL. Итак, первый режим винт, скорость измерения ветра. Что это такое? По сути, это измерение скорости ветра с помощью твердотельного датчика измерения звукового давления. Никакое дополнительное оборудование покупать не нужно. Вам нужен обычный USB басметр, точнее любой басметр, и с помощью него вы сможете измерить, с какой скоростью у вас работает сабвуфер, ветер какой скорости он генерирует. Какие здесь настройки? В принципе, они стандартные. Остановка замера, сброс результатов замера, удержание пикового значения, загрузка значений настроек по умолчанию, количество каналов, здесь может быть до 4, округление одного или до 2 знаков после запятой, время замера, единицы измерения ветра, метры в секунду, километры в час или мили в час. Алгоритм. Вот здесь вот важно обратить внимание. Существует 3 алгоритма расчета скорости ветра. AMP. Этот алгоритм работает таким образом, что достаточно дать достаточно короткий тон, чтобы получить высокий результат. То есть он отлавливает любые короткие тоны при измерении. Если мы используем настройку RMS, то нам во время всего нашего тона длительностью более 1 секунды нам нужно сохранить высокое давление, чтобы получить высокую скорость ветра. И третья опция у нас FZ, это у нас идет вычисление по составляющей спектра вокруг вот пиковой частоты. То есть здесь нам нужно сконцентрировать всю энергию в одной частоте. То есть лучше всего подойдут синусы и так далее. Здесь коэффициент. Это уже настройки для соревнований. То есть мы здесь можем увеличить просто отображаемое значение на нужный нам коэффициент. Он у нас здесь может в том числе быть и дробным. Вот, то есть, соответственно, здесь сейчас у нас 2,2 коэффициент. Это настройки для калибровок. Они могут быть либо Classic на старый Thermalab, либо Magnum на новый Thermalab черненький. Гибридный режим. Значит, в режиме винт мы можем одновременно измерять как мощность, так и SPL мы тоже можем измерять. То есть, если у нас 2 датчика, допустим, подключены, на одном мы будем измерять скорость ветра, на другом мы будем измерять давление. Все это будет происходить в один и тот же момент времени. Все остальные настройки касаемо значений, осциллограммы и так далее, они все стандартные, касаемо спектра, они все такие же, как у режима SPL. Далее. Режим Real SPL. Что это такое? Этот режим на основе режима SPL с таким отличием, что нам нужно в нем дать 3 сигнала разной частоты, отличающихся на определенное значение. И финальный результат будет равен среднему арифметическому. Контролы здесь все стандартные, так же как и в режиме SPL, за исключением вот этих вот настроек. А здесь определяется, насколько частоты должны быть близки друг к другу, допустим, 7 Гц. То есть, если они будут ближе к друг другу, то расчет не будет, они не будут приниматься к расчету. И минимальное значение. Опять же, калибровки Classic Magnum, как и в других режимах. Запускаем замер. Вот. Даем первый тон. Вот он у нас красным подсветился, то, что он у нас на 40 герцах. Даем второй тон. Так, на 50 герцах. И даем третий тон. Все. У нас замер остановился. Вот у нас 3 тона, 21 герц, 40 и 50. И финальный результат равен среднему арифметическому из этих вот 3 величин. То есть для правильного замера нам нужно подать тоны выше 130 дБ, которые будут отличаться между собой
как минимум на 7 Гц. Финальный результат будет равен среднему арифметическому из этих трех тонов. Далее, режим All Around SPL. Это режим на основе режима AVG, трехканальный. Датчики устанавливаются в 3 разных точки в салоне для измерения давления. И результирующий результат равен среднему арифметическому из этих вот основных 3 значений. При том, что каждое значение, это значение среднего на музыке, оно измеряется. Ну вот мы, допустим, запустим замер. Третий датчик у меня не подключен. Ну вот у нас вот такие вот здесь значения. Остановим замер и получим среднее арифметическое. Настройки у него в принципе все стандартные. Здесь я куда-то там не буду углубляться дополнительно. Итак, режим Subsonic Suicide. Значит, он тоже сделан на основе музыкального режима AVG, то есть сигнал здесь измеряется музыкальный. Все контролы, настройки, в принципе, такие же, как в режиме AVG, за исключением того, что здесь достаточно хитрый алгоритм замера. А хитрость тут у нас в следующем. Мы устанавливаем пиковую частоту, выше которой у нас результат вообще не считается. Далее, после начала замера идет считывание частоты самого первого сэмпла, самого первого момента в треке. Далее, эта частота фиксируется, и замер идет только на этой частоте. Допустим, у нас сейчас играет тон 35 Гц. Ну, допустим, первый такой бас в треке. Он равен сам по себе, сейчас амплитуда сигнала равна 153 децибелам. Но общий результат у нас равен 170 децибелам. Почему? Потому что алгоритм работает таким образом, что чем у нас первая частота ниже, чем вот эта граничная частота, то там работает дополнительный коэффициент, и он домножает еще общий результат на этот коэффициент. Вот. То есть с этим мы разобрались, почему у нас общий результат стал такой вот большой. А дальше, что бы у нас в треке не играло, какая бы у нас частота ни была, кроме 34 Гц, мы будем считать и смотреть только на составляющую спектра на 34 Гц. То есть, как бы, чтобы у нас другого не было, мы все равно будем считать только частоту 34 Гц, которая у нас была в самом начале. Ну, соответственно, общий результат, да, он также считается как среднее арифметическое. То есть, получается, что важно то, какая была частота в первый момент начала замера. Дальше на ней происходит фиксация и измеряется давление только для этой частоты, только в этой точке спектра. Дополнительно идет увеличение общего значения, чем выше, чем больше разница между граничной частотой, тем будет выше дополнительный корректирующий коэффициент. Соответственно, если мы уменьшим вот это вот значение граничной частоты, допустим, до 40 Гц, а тон у нас 32 Гц, тогда, поскольку разница между 40 и 32 Гц у нас небольшая, то корректировка тоже будет сравнительно небольшая. Вот здесь она у нас 151 дБ, здесь 153 дБ. Вот. Соответственно, дальше замер идет только на 32 Гц. То есть вот мы увеличиваем, мы уже видим только остаточные какие-то шумы. Мы уменьшаем до 26, сейчас Гц я уменьшил. Мы тоже видим уже остаточные шумы, но не основной результат. Вот такой вот интересный режим. Пробуйте. Я думаю, что его можно успешно применять не только где-то за рубежом, но и у нас тоже на площадках. С вами был Кирилл. Это SPL Lab. До новых встреч.